Аватар: Легенда об Аанге — это масштабное произведение. И не только потому, что оно было очень здорово сделано, а и потому, что в официальной вселенной присутствует огромное количество комиксов, которые продолжают и расширяют нашу любимую вселенную. Я убежден, что многие из вас знают, что они существуют, но для некоторых это, возможно, окажется новостью. Но после окончания 21 серии 3-го сезона Аватар: Легенда об Аанге, после победы Аангом над Лордом Огня, история не заканчивается. И начиная с 2012 года, и по сей день выходит продолжение истории Аанга и команды Аватар. И сегодня я подготовил вам краткий пересказ всех комиксов по вселенной Аватара, начиная с самого первого, который называется «Обещание», и заканчивая самым последним, который вышел буквально месяц назад. Готовьте себе поесть, мы начинаем. После коронации Зуко в последней серии 3-го сезона начинается первый комикс под названием «Обещание». Команда Аватар и Аанг в частности общаются с Царем Земли по поводу того, что они будут делать с колониями Народа Огня на территории Королевства Земли. Зуко уверенно говорит, что это его долг избавить мир от того шрама, что Народ Огня успел оставить в этом мире. Аанг предлагает свою помощь, и затем главные герои перемещаются в чайный домик дяди Айро, где Аанг с Катарой впервые целуются. С минуты на минуту Царь Земли Куэй должен был объявить начало движения к восстановлению гармонии в мире. Команда Аватар взлетает в ночное небо, чтобы посмотреть на фейерверки, и в этот момент Зуко настойчиво просит Аанга убить его, если Зуко начнет становиться как его отец. Прошел 1 год. Даже после начала движения к восстановлению гармонии, многие были не согласны с правлением Зуко, и на протяжении года на него было совершено 5 покушений, поэтому во дворце была усилена охрана. Одной ночью на него покушалась дочка правителя колонии Юдао. Юдао — это древнейшая колония Народа Огня в Царстве Земли. Зуко заковывает дочь правителя в цепи и самолично отправляется в Юдао. Там он узнает о том, что большинство жителей города считают его предателем, который не заботится о жизни его граждан. Проблема заключалась в том, что поскольку Юдао была самой первой колонией Народа Огня, все люди, живущие там, уже мало того, что привыкли к этому, так и для многих граждан Страны Огня это место стало родным домом, в котором они жили поколениями. Они не могли просто так покинуть эти территории. Когда Аанг перевез на Аппи несколько жителей Юдао в Страну Огня, один из солдат сказал ему, что Зуко вышел из движения к восстановлению гармонии, и теперь все жители должны вернуться назад. В это время мы узнаем, что Тоф основал Академию магии металла недалеко от колонии Юдао. Услышав, что там что-то происходит, она немедленно присоединилась к команде Аватар. В это время Аанг общался в мире духов с Року о том, что Зуко начал превращаться в своего отца, а год назад Аанг пообещал ему убить его, если это произойдет. Когда команда Аватар добирается до места, они видят, что там уже столпился народ, который протестует против Лорда Огня Зуко. Аанг вместе с Катарой переправляются через стену, где их встречает магия огня, которые сразу же на них набрасываются. Аанг с Катарой дерутся с ними, и затем внезапно появляется Зуко. Он ловит Катару, прося ее перестать избивать людей. Начинается небольшая ссора, и Аанг входит в состояние Аватара. Все успокаиваются, и Зуко рассказывает о том, что со многими колониями не все так просто. Нельзя просто разделить всех этих людей, так как большинство семей уже наполовину являются людьми огня, а на другую половину гражданами Земляного Царства. Тогда Аанг отправляется к Царю Земли, чтобы согласовать встречу с Зуко. В это время Зуко идет в тюрьму к своему отцу за советом. Азай рассказывает ему о том, что однажды, когда Зуко было 3 года, они отдыхали на угольном острове. Тогда Зуко увидел, что орел начал нападать на черепаху. Он подбежал и спас маленькую черепашку, но затем он засомневался. Он увидел голодные глаза орла, у которого только что отобрали обед. Уже тогда Зуко не знал, на какую сторону встать. Аанг приходит к Царю Огня и говорит ему о том, что Зуко хочет обо всем поговорить, но Куэй заявляет, что с него хватит. Он всю жизнь был тряпкой, которой все управляли, и теперь пора быть мужиком. Он отказывается общаться с Зуко и направляется в Юдао со своей армией. А тем временем Мэй бросает Зуко, и потерянный Лорд Огня направляется в Юдао на схватку с армией Царства Земли. Битва предвещала быть жесткой, но не такой жесткой, как битвы в игре World of Warships, в котором сейчас проходит совместное событие в сеттинге аниме High School Fleet, где командирами кораблей могут стать прелестные тянки, а любое судно можно будет украсить классными стилями и камуфляжами. Всего можно собрать коллекцию из более чем 30 элементов, посвященных данному тайтлу. Это не только командиры, озвученные оригинальными голосами, но и памятные флаги и даже уникальные корабли. Так что, если ты ценишь аниме про морские бои, то смело врывайся в моря World of Warships по ссылке в описании. Там все новички получают неделю премиум аккаунта, легендарный крейсер Аврора, 500 дублонов и 1 миллион серебра. В ночь перед битвой Зуко и Аангу снится сон о том, что Аватар выполняет свое обещание и убивает Зуко. В день схватки Аанг встречает людей, которые набили татуировки воздушных кочевников, на что начинает злиться, говоря, что его культура — это не игра. После этого начинается битва, но Аанг с командой всеми силами пытается ее остановить, и тогда Аватар входит в состояние Аватара и отделяет землю, на которой находится Юдао. Царя Земли смогли успокоить, и все опять приходит в согласие.
И той же ночью Анг беседует с аватаром Року. Он говорит ему, что времена изменились, и теперь советы Року ему больше не нужны. Он благодарит Року и прощается с ним, тем самым разрывая связь со своей предыдущей жизнью. После этого Анг решает развивать свою культуру и начинает учить людей, которые заинтересованы в традициях воздушных кочевников. А тем временем Зуко приходит в лечебницу Казули и просит ей помочь найти их мать. Далее начинается комикс под названием «Поиск». На протяжении всего комикса нам постепенно раскрывает прошлое мамы Зуко и Азулы. Как оказалось, давным-давно Урса жила в далекой деревне Хира. Там у нее был любимый человек, за которого она уже собиралась выйти замуж. Но потом в один день ее семью посетил лорд огня Азулон со своим сыном Азаем. Юный принц предложил Урсе выйти за него. Она, конечно же, этого не хотела, но у нее просто не было выбора. Ее забрали из ее родной деревни и никогда не разрешали видеться со своими родными. Она стала жить во дворце и тайно отсылать письма в свою деревню. Но служанка, которая должна была это делать, на самом деле была двойным агентом и отдавала эти письма Азаю. Когда дядя Айра потерял сына, Азай попросил Азулона сделать его наследником престола, так как Айра потерпел поражение в битве, за что разгневанный Азулон приказал Азаю убить своего родного сына, чтобы понять, каково это. Конечно, Азаю было все равно, он был готов это сделать, но когда Урса узнала об этом, она предложила Азаю сделку. Ей нужно было отравить Азулона, чтобы Азай стал лордом огня, и тогда он бы не убил Зуку. Но еще одним условием стало то, что Урса была обязана покинуть дворец и никогда больше не возвращаться. В реальном времени Зуку освобождает Азулу и просит помочь с поиском матери. Та соглашается, но найдя подходящий момент, она смогла сбежать и зайти в тайную комнату ее отца и сжечь старые письма Урсы, чтобы Зуку без ее помощи не смог найти их мать. Они отправляются в деревню Хиро. На протяжении всего комикса Азула сильно параноид по поводу того, что ее мать все подстроила. Она продолжает видеть ее галлюцинации. Находясь в Хиро, главные герои натыкаются на одну семью, которая им дает немного информации, говоря, что, возможно, они смогут найти ответ, пойдя в один лес. В этом лесу они встречают духа лиц, который был родителем духа лиц Коха. Он рассказывает им о том, что давным-давно к нему приходила девушка под именем Урса, и она попросила изменить ее лицо. Дух сказал ей, что сделает это, но при этом Урса забудет все о своей жизни во дворце, на что она согласилась. Когда Азула узнала о том, что та женщина из деревни была ее матерью, она быстро отправилась туда, чтобы разобраться с ней. Но найдя ее, она осознала, что хоть Урса уже ничего не помнила, она раскаялась во всем. И в частности в том, что не любила Азулу достаточно. Тогда у Азулы потекла слеза, и она сбежала с места событий. Дух лиц предложил Урсе вернуть ее лицо и память, на что она согласилась. Тогда Зуко вновь воссоединился с матерью, а также узнал о том, что у него есть сестричка. Следующий комикс называется «Раскол». Он в целом разделен на две основные линии, которые в итоге переплетаются в одну. Анг начинает повсюду видеть дух аватара Янчен, но он не может говорить с ней, так как порвал связь с аватаром Року. Он начинает догадываться, в чем дело, и вместе со своими помощниками и командой аватар отправляется в то место, где они с монахами проводили фестиваль Янчен каждый год до начала Столетней войны. Когда они прибыли туда, они замечают, что это место уже совсем не такое, каким оно было раньше. Люди огня и народ земли сделали тут свой завод. Тогда они знакомятся с одним из главных людей на заводе, Сатору, который рассказывает им о том, что у них на предприятии работают магии всех стихий, кроме воздуха, конечно. Когда же нам показывают самого главного человека на заводе, им оказывается папа Тоф. Сперва он говорит, что у него нет никакой дочери, и начинает избегать ее. Но через время, когда Тоф его спасла, он извиняется перед ней, и семья восстанавливается. Тем временем, Ангу не нравится, что на месте, где они отмечали фестиваль Янчен, теперь какой-то современный город. Он со своими помощниками забредает в, угадайте, ресторан капусты, где главным, конечно же, является продавец капусты. Анг входит в состояние аватара и начинает общаться с Янчен. Она рассказывает Ангу, что на место надвигается опасность, так как много лет назад она здесь же противостояла генералу Старое Железо, который из-за людей, которые поселились на этом месте, потерял свою подругу. Тогда Янчен пришла к соглашению с ним, и он покинул это место. Но спустя много лет люди нарушили их соглашение и построили тут город, а также начали выкапывать броню древнейшего духа. И тут внезапно в реальном времени началось гигантское землетрясение. Это был генерал Старое Железо. Он начал нападать на людей, но с помощью усилий Анга и Тоф они победили его, и он исчез. Через время к Ангу явилась та самая подруга древнего духа и рассказала о том, что люди не убивали ее, она сама выбрала такой путь. На самом деле, в этом комиксе есть много хороших моментов, поэтому советую вам прочитать его самостоятельно, чтобы прочувствовать весь сок. Следующий комикс называется «Дым и тень». Зуко вместе со своей матерью и сестрой возвращается в страну огня. Когда они начинают пересекать земли народа огня на суше, на них нападает общество Нового Азая. Это повстанческая организация, которая всеми силами пытается свергнуть Зуко и вернуть Азая на престол. Зуко использует технику, что он выучил у драконов, останавливает повстанцев, и они сбегают. Тем временем начинают пропадать дети местных жителей народа огня.
Мэй и Тайли видели, что это были древние духи Камурикаги, которые, по легендам, которые рассказывали Мэй, крали детей еще с начала времен. Когда Анг вместе с Катарой и Сокой находится в чайном домике Айро в Басингсе, к Ангу прилетает Сокол с просьбой Зуко прилететь в страну огня. Через время Анг, Зуко, Мэй и ее новый парень заходят в гробницу бывших лордов огня. Там Анг встречается с настоящими древними духами Камурикаги, которые говорят ему, что они перестали воровать детей еще 1000 лет назад. Главный герой начинает подозревать, что это не духи, а переодетые люди. Одной ночью, когда ложные Камурикаги пришли в Дворец Огня, чтобы украсть сестру Зуко, один из ложных духов начал использовать молнию, и Зуко сразу понял, что это Азула. Как оказалось, Азула вместе с обществом Нового Азая специально начинают сеять хаос на территории Народа Огня. Они начинают устраивать бунты средь бела дня и сеять сомнения в обществе по поводу Зуко. Зуко же проявил себя и подавил повстание. Тем временем, Тайли и Суюки замечают некий тайный проход, с помощью которого ложные Камурикаги воровали детей. Проход привел их к кладбищу, где они встретились с Азулой. После небольшой стычки Азула сбежала в одну гробницу. Зуко последовал за ней. Там мы узнаем, что Зула все это делает не ради того, чтобы вернуть Азая на престол, а ради того, чтобы Зуко стал настоящим жестким правителем. И у нее в определенной степени это получилось. После всего этого, Зуко произносит свои извинения перед гражданами Народа Огня и говорит, что больше не позволит такому происходить. В то же время у нас проходит линия мамы Зуко, которая на протяжении всего комикса борется со страхом. Она боится этого места и Азая в частности. И после небольшой беседы с дядей Айро, она решается встретиться с Азаем лицом к лицу. Бывший лорд огня сперва набрасывается на нее, но она не сдрейфила и дала ему отпор, увидев в нем слабого человека. Следующий комикс называется «Север и Юг». Когда Анг летел на помощь Зуко в страну огня, Сока и Катара отправились на Южный полюс, чтобы посмотреть, как там дела. Как оказалось, за несколько лет Южный полюс из маленькой деревни превратился в полноценный город с заводами и прочим. Отец Соки и Катары Хакода стал самым главным на Южном полюсе. Он заключил сделку с представителями Северного полюса, Малиной и Маликом. Катаре это не понравилось, так как она заметила, что Юг стал дешевой копией Северного полюса. Когда все обедали, два подростка украли кейс Малика. Сока и Катара последовали за ним, и, как они обнаружили, все это время планировалось повстание против северян. Главным был старый приятель Хакода и Гилок. Когда он понял, что Катара и Сока не поддерживают его идею, он начал покушаться на них, но они смогли сбежать. Через время прилетел Анг, и, как выяснилось, все это время тут была Тов, которая помогала в реабилитации Юга. Во время фестиваля в честь этого пожаловал Гилок с его бандой. Он рассказал, что в кейсе, который они украли, было написано, что северяне хотят сделать колонию из Юга и выкачивать оттуда нефть. Малик подтвердил это, но Малина говорила, что это был их старый план, теперь они не хотят этого делать. Началась драка, и в итоге Хакоду ранили, но Катара смогла его спасти, а Гилока посадили в тюрьму. В это время на Южный полюс пожаловали Зуко и Царь Земли. Они начали вести переговоры по реабилитации Юга, но тем временем простые люди начали сомневаться в северянах, и надзиратель Гилока освободила его. Его банда напала на команду Аватар и прочих и украл Царь Земли. Они сказали, что обменяют его на Хакоду. Когда проходил обмен, все пошло не по плану, и Гилок решил просто убить всех. Но с помощью Аватара и команды все остались живы и целы. Следующий комикс называется «Дисбаланс». Тема дисбаланса между магами и немагами уже поднималась в легенде о Банге несколько раз. Но тут это было основной мыслью. Когда команда Аватар спустя пару лет возвращается в город, в котором был завод отца Тов, и, кстати, по всей видимости, этот город в итоге станет тем самым республиканским городом. Главные герои замечают, что он расширился в несколько раз с их последнего визита. Когда они спустились на землю, то сразу начали видеть то, что некоторые маги мешают жить немагам, а также притесняют их. Анг приходит на собрание глав города, и там он встречает Лилинг, которая предлагает ввести полицию в городе, чтобы контролировать магов. Как позже оказывается, Лилинг втайне управляет повстанием магов, которые собираются избавиться от немагов, так как, по их словам, немаги создали машины, которые отбирают у них работу. Одной ночью происходит нападение на завод Папы Тов. Чуть позже команда Аватар приходит в дом Лилинг, чтобы договориться о создании полиции. Тов сразу же чувствует, что две дочери Лилинг вчера ночью были на заводе ее отца, и именно они помогали в нападении. Она рассказывает одной из дочерей, что может научить ее магии металла. Таким образом, она втирается в доверие и попадает на секретное собрание магов-повстанцев. Начинается драка, но подопечные Лилинг сбегают, в то время как ее саму берут в плен. Аватар Анг долго раздумывает над тем, забирать ли у нее магию или нет. В итоге он приходит к тому, что этого делать не стоит. Подопечные Лилинг ее освобождают. Суюки предлагает начать обучать местных немагов чейблокерству, чтобы останавливать магов. И той же ночью к ним приходит одна из дочерей Лилинг, которая была немагом. Она говорит, что не разделяет идеи ее матери, и рассказывает команде Аватар план повстанцев. В итоге повстанцы попадают в ловушку Тов, и команда Аватар побеждает.
Вообще, как по мне, это худший комикс по Аватару. Как вы могли заметить, тут поменялся художник, и даже более того, поменялся сценарист, и потому произведение вышло крайне так себе. На этом комиксы по легенде о Банге пока что заканчиваются. И я не стал добавлять в это видео комиксы по легенде о Корри. Во многом потому, что я не уверен, что вам это интересно. Но если хотите увидеть подобное видео о Корри, то напишите об этом в комментариях. Также советую вам самолично прочитать эти комиксы, потому как я опустил много интересных деталей в этом видео. Всем спасибо за просмотр, еще увидимся.